Приятная погода, морозная. План работ на винограднике в феврале месяце. Здравствуйте, уважаемые любители винограда. Как видите, на улице пока зима, февраль месяц. На земле лежит снег. На заднем фоне видите укрытый виноградник. В основном весь виноградник укрыт черноземом. Частично, это технические сорта, мы укрыли наш виноградник агротканью. Но, наверное, видно на заднем фоне некоторые кусты не укрытые. Это морозостойкие сорта. Кишмиш Юпитер, Кишмиш Ютал, Кристалл, ну и так далее. Несколько сортов мы не укрыли. Несколько лет мы тестируем и хотим понять, действительно, как авторы заявляют, повышенная морозостойкость. Они выдерживают эту морозостойкость или нет? Но пока все нормально. Хорошо, это небольшое отступление. Вы спросите, февраль, план работ на винограднике. А что можно делать в феврале на винограднике? Виноград спит, виноградарь тоже? Но нет. Скажите, пожалуйста, готовы ли вы к весне или к весеннему сезону? Ну, например, что нужно для того, чтобы весной ухаживать за вашими кустами? Первое. Есть ли у вас все необходимые инструменты? Ну, например, в брошюре «Календарь виноградаря» на странице январь-февраль, что мы можем делать на нашем винограднике или какие виды работ. И здесь говорится, что мы можем заготавливать необходимые веревки, подвязки, топинеры, ножницы, все, что нужно. Может, у кого-то нет опрыскивателя, может, нет средств защиты. Все это вы можете приобретать именно сейчас, именно в феврале месяце. Почему сейчас? Ну, потому что когда придет время, когда начнется пора, виноградная пора, тогда вы не будете бегать по магазинам, искать, заказывать и ждать, когда вам пришлют. Что еще мы можем заготавливать? Вот здесь еще одним пунктом в брошюре мы написали «заготовка препаратов» или средств защиты. На нашем винограднике, как вы знаете, мы не лечим, мы делаем профилактические обработки. Поэтому и именно сейчас было бы хорошо позаботиться о препаратах. То есть у каждого садовода, любителя или виноградаря должна быть аптечка. Такие препараты, как Редамил Голд, Фуфанон, Фалькон, Свич и так далее, и много разных препаратов. Закажите сейчас. Вопрос, где лучше заказывать? Ну, мы заказываем там, где уже много раз мы брали, проверяли, и препараты действительно работают. Значит, какой вывод мы делаем? То есть покупать в магазинах, в проверенных годами. Второе, вы можете обращаться к виноградарям. И, допустим, вот мы заготавливаем препараты, для нас это много, этот объем. Там срок хранения хотя 3 года, но объем большой в канистре, например, 5 литров Редамил Голд. Мы себе оставляем, а часть предлагаем, то есть если вам нужно, можете обращаться и по месту, и отправляем также почтой по всей России. Также, пользуясь случаем, хочу немножко затронуть тему в отношении проращивания черенков винограда. Февраль месяц. Я знаю, что некоторые виноградари с 1 февраля для себя сделали такую пометку и начинают проращивать черенки. Мы так не делаем. Почему? Потому что это очень рано. Февраль, март, апрель. Только в мае мы начинаем высаживать пророщенные саженцы. Вопрос. 4 месяца. Что вы с ними будете делать? Вы будете мучить ваши саженцы и мучить себя. Для того, чтобы саженцы прорастить, чтобы они хорошо росли и не погибли, необходимо создать условия проращивания. Это и необходимый свет. Но сейчас февраль, я не вижу ни солнца, пасмурно, солнечный день, он короткий, и поэтому в феврале очень рано проращивать черенки винограда. Возможно, кто-то проращивает, поставил на окно, и через какое-то время вы замечаете, саженец рос, а потом зачах, опустил голову, коронку, листья зачахли, и погиб саженец. В чем же причина? Перелили, то есть много воды. Когда вы часто поливаете, земля закисает, корневая система загнивает.
чтобы этого не происходило, не старайтесь раньше начинать проращивать черенки. Мы обычно начинаем проращивать черенки винограда для реализации за 2 месяца. Для посадки, для себя на участок посадки даже позже. Может быть, даже месяц нам хватает, чтобы прорастить черенок и в идеале даже минуя стаканчик прямо посадить на постоянное место, на свое место, где он будет расти. Есть подробный ролик на эту тему, почему не нужно спешить проращивать черенки винограда. Сейчас вы видите ссылку на этот ролик. Вы можете после просмотра этого ролика перейти на тот ролик и посмотреть, почему не нужно спешить. Плюсы и минусы. Ну что, давайте здесь остановимся. 2024 год, виноградный год только начался. Поэтому, если обобщить, не теряйте время, уже сейчас заказывайте для себя инструменты, подвязки, препараты, все, что необходимо для вашего виноградника. Надеемся, что информация была исчерпывающая и полезная для вас. Спасибо вам огромное, что вы подписаны на наш канал. Кстати, мы заметили, что на нашем канале увеличиваются подписчики. Спасибо вам за то, что вы подписаны или подписываетесь. 500 000 подписчиков на днях будет на нашем канале. Спасибо вам огромное, что вы с нами. Спасибо, что вы пишете комментарии. Спасибо, что вы ставите лайки. Спасибо, что делитесь вашим опытом. Как обычно, хотим пожелать вам крепкого здоровья, вам и вашим близким. Пожалуйста, берегите себя. Успехов! Кстати, насчет препаратов мы-то себе еще не заказали. Пойдем посчитаем, что нам нужно, и закажем.